Уверен, что каждый из вас смотрел фильм ужасов режиссера Тоба Хупера под названием «Техасская резня бензопилой». Прототипом антагониста фильма, маньяка по прозвищу «Кожаное лицо», стал реальный маньяк Эд Гин. Однако мало кто знает, что за несколько лет до «Техасской резни бензопилой» Хупер снял еще один игровой фильм, прототипом антагониста в котором также послужил реальный маньяк. В фильме под названием «Съеденные заживо» рассказывается история о сумасшедшем владельце бара в Техасе, который скармливал своих гостей, в том числе симпатичных проституток, аллигатору, которого держал в пруду за отелем. Фильм провалился в прокате. «Съеденные заживо» получил негативную оценку критиков и имеет на сайте Rotten Tomatoes рейтинг всего лишь 10% и основан всего на 10 рецензиях. В начале 1980-х годов фильм считался непристойным и был запрещен в Великобритании. Однако реальная история запомнилась многим. В реальной жизни дело происходило также в Техасе в 30-х годах 20 века. Практически все местные жители знают имя этого маньяка и слышали рассказы о нем. Многим эту историю рассказывали родители перед сном, или когда они детьми сидели у костра и рассказывали друг другу байки о привидениях. Героя нашего сегодняшнего выпуска звали Джо Болл. В анналы истории он также вошел под прозвищами «Человек-аллигатор» или «Синяя борода из Южного Техаса». В конце 19 века штат Техас представлял собой широко открытую границу с тысячами акров незаселенной земли. Былые войны с индейцами и распри с Мексикой остались практически позади, поскольку большинство граждан с надеждой смотрело в будущее. Одним из тех, кто с надеждой смотрел в будущее, был и отец Джо Болла, Фрэнк. Примерно в 1885 году Фрэнк Болл переехал в Элмендорф, штат Техас, небольшой городок в 15 милях к юго-востоку от Сан-Антонио, основанный человеком по имени Генри Элмендорф, который позднее станет мэром своего города. Вскоре после переезда Фрэнк взял небольшую ссуду в банке и открыл фабрику по переработке хлопка. Совсем скоро через город была проложена железная дорога. Товары стало можно без особых проблем отправлять в другие штаты. И тогда бизнес Фрэнка окончательно расцвел, что сделало его очень богатым человеком. Он начал заниматься недвижимостью, покупал и продавал различные здания по всей округе и в конце концов открыл в городе универсальный магазин. Фрэнк и его жена Элизабет вырастили 8 детей в одном из первых каменных домов, построенных в этом регионе. Каждый из детей преуспел в жизни, а некоторые и вовсе стали важными фигурами в обществе. Так Фрэнк-младший работал в школьном округе и стал попечителем в 1914 году. Его брат Реймонд открыл собственный продуктовый магазин, а в 1926 году женился на местной учительнице Джейн Террелл, которая в 1940 году была назначена президентом Рузвельтом почтмейстером и верно служила обществу в течение 27 лет. Второй ребенок Фрэнка и Элизабет, Джозеф Болл, родился 7 января 1896 года. На протяжении всего своего детства Джо держался особняком и редко участвовал в играх с другими детьми, предпочитая проводить время на свежем воздухе, ловя рыбу и исследуя окрестности. Когда Джо достиг подросткового возраста, он начал испытывать очень сильную страсть к оружию. Он любил стрельбу и каждую неделю тратил по несколько часов на практику и совершенствование своих навыков. Мой дядя мог застрелить из пистолета птицу, сидевшую на телефонной линии, стоя рядом со своим Фордом модели А, вспоминал племянник Джо Баки Болл в интервью журналу Texas Monthly в июле 2002 года. Неизвестно, планировал ли Джо что-либо в то время или нет, но его навыки стрельбы вскоре очень пригодились. 6 апреля 1917 года США официально объявили войну Германии и вступили в конфликт в Европе. Вскоре после начала войны Джо Болл был зачислен в армию и отправлен на передовую на европейский континент.
хотя не сохранилось никаких записей о его службе или действиях во время войны. Известно только то, что Джо выжил и в 1919 году получил почетное увольнение из армии и вернулся в свой родной город Элмендорф. Джо какое-то время работал у отца, но потом решил заняться своим собственным делом. Некоторые предполагали, что после пары лет в окопах Джо нужно будет время, чтобы приспособиться к спокойной гражданской жизни. Хотя Джо и не пошел по стопам своего отца, но он явно научился у него ведению дел и быстро определил, что с приходом сухого закона возник огромный спрос на нелегальные виски и пиво. Таким образом, он начал карьеру бутлегера. Работа, очевидно, была опасной, но Джо она нравилась, и он путешествовал по окрестностям на своем Форде модели А, продавая людям виски из бочки емкостью 200 литров. В середине 20-х годов Джо нанял молодого афроамериканца по имени Клифтон Уиллер, чтобы тот помог ему в бизнесе. Будучи по профессии разнорабочим, Уиллер быстро обнаружил, что выполняет большую часть как своей основной, так и грязной работы. Позднее появится информация, что Уиллер жил в страхе перед Джо, и что всякий раз, когда Джо был пьян, он выпускал пар, стреляя Уиллеру по ногам, заставляя того танцевать джиттербаг. Когда действие сухого закона в США завершилось, бутлегерская карьера Джо начала катиться под откос. Однако, поскольку он уже довольно хорошо разбирался в ликероводочном бизнесе, Джо решил открыть собственный салон. Купив небольшой участок земли за пределами города, рядом с нынешним шоссе 181, Джо построил таверну, которую назвал Sociable Inn. В задней части располагались 2 спальни, а в передней – бар, пианино и комната со столиками, где мужчины могли выпивать и время от времени наслаждаться петушиными боями. Хотя большинство клиентов ладили с Джо, в городе он был известен как жуткий парень, которому не хотелось переходить дорогу. Несмотря на то, что его бизнес, казалось, преуспевал, Джо чувствовал, что ему нужен некий трюк, чтобы еще больше привлечь клиентов, и вскоре он остановился на идее разместить на территории своего отеля или таверны живых аллигаторов. Он выкопал огромную яму, которую затем зацементировал и залил водой. Он воздвиг забор высотой 3 метра и запустил в бассейн 5 живых аллигаторов, 1 большого и 4 маленьких. Идея Джо увенчалась успехом, и толпы покупателей повалили в таверну посмотреть на его новых питомцев. По субботам Джо устраивал представления. Брал живого енота, кошку, собаку или любое другое животное, которое попадалось ему в руки, и бросал его к аллигаторам, на радость своим клиентам. По словам Элтона Кьюда-младшего, чей отец в то время работал заместителем шерифа округа и помогал расследовать преступления Болла, общеизвестно, что каждым субботним вечером происходила пьяная оргия, и любое дикое животное, будь то опоссум, кошка, собака или любое другое животное, бродившее без хозяина, помогало сделать шоу намного лучше. Публика напивалась, бросала животное в воду и наблюдала за аллигаторами, писал Кьюд в своей книге. Похожий отчет можно найти и в файлах публичной библиотеки Сан-Антонио. Визжащий кот плюхался в бассейн. Большой аллигатор поднимал челюсти, сомкнутые как тиски, и кричащий кот был моментально перекушен пополам. «Это еще не все мои питомцы!» – кричал Большой Джо Болл. А обезумевшая от выпивки толпа ревела в знак признательности. И затем он швырял в пруд щенка. Помимо аллигаторов, клиентам-мужчинам заведения Джо нравилось также и то, что он нанимал на работу официантками и барменами только самых молодых и красивых девушек города. Ни одна из девушек никогда не задерживалась здесь надолго, но Джо всегда объяснял, что девушки просто бродили по городу в поисках быстрой наживы. В 1934 году Джо познакомился с женщиной по имени Минни Готхард, или Большая Минни, как ее называли многие.
Друзья Джо ее не любили и считали назойливой и отвратительной личностью. Но Джо, очевидно, не возражал против ее присутствия, и в конце концов они вместе начали управлять его баром. Отношения длились почти 3 года, пока Джо не влюбился в Долорес Бадди Гудвин, одну из своих младших официанток. Долорес также полюбила Джо, хотя однажды он бросил в нее бутылку, после чего у девушки остался ужасный шрам от глаза до шеи. Ситуация еще больше усугубилась в 1937 году, когда в баре начала работать 22-летняя Хейзел Шатси Браун. Полной уверенности в себе и опасно красивый, вечный повеса Джо снова влюбился. Это создало для Болла проблему. Он пытался найти баланс сразу между 3 женщинами и поддерживать отношения с каждой из них. Ситуация, однако, усложнялась тем, что все 3 женщины продолжали работать в его баре и постоянно контактировали между собой. Летом 1937 года проблема Джо частично была решена вместе с исчезновением Минни. На вопросы друзей и родственников Минни он охотно объяснял, что она сбежала из города после рождения чернокожего ребенка. Несколько месяцев спустя Джо женился на Долорес и позднее рассказал ей, что Минни вовсе не сбежала. Он якобы отвез ее на местный пляж, выстрелил ей в голову и закопал в песок. Долорес, судя по всему, не поверила рассказу Джо, и эта тема больше никогда не поднималась. В январе 1938 года Долорес попала в автомобильную аварию, которая едва не закончилась смертельным исходом, в результате чего ей ампутировали левую руку. Тем не менее, по городку быстро поползли слухи, что руку отгрыз один из аллигаторов Джо. Однако слухи о потере руки вскоре перестали обсуждаться, поскольку в апреле того же года ее обладательница Долорес загадочным образом исчезла целиком, а вскоре после этого исчезла и 3-я возлюбленная Джо, Хейзел. Женщины в жизни Джо то приходили, то уходили, а вот его аллигаторы всегда были рядом с ним. Джо очень защищал своих любимых питомцев. Ходили слухи, что однажды, когда сосед пожаловался на запах гниющего мяса, Джо вытащил пистолет и в не очень вежливой форме объяснил, что это должно быть пахнет кормом для аллигаторов, и что любопытному соседу следует заняться своими делами, если он сам не хочет превратиться в такой корм. Сообщается, что затем сосед от греха подальше переехал в другой город. Несмотря на то, что помощницы Джо продолжали исчезать, его бизнес рос как на дрожжах. Казалось, все идет гладко. Так продолжалось до середины 1938 года, пока семья Минни снова не начала задавать вопросы. Родители не смогли отыскать дочь и обратились за помощью в офис шерифа округа Бексар. Поскольку Джо был последним известным любовником и работодателем Минни, его несколько раз допросили. Тем не менее, из-за отсутствия каких-либо улик, подтверждающих возможное преступление, с него сняли все подозрения. Несколько месяцев спустя в полицию обратилась еще одна семья по поводу пропавшей дочери – 23-летней Джулии Тернер. Пропавшая девушка тоже подрабатывала у Джо перед исчезновением. Помощники шерифа снова посетили таверну, но Джо заявил, что эта девушка сообщила ему, что у нее есть некоторые личные проблемы, и она хочет уволиться. Не имея на руках никакой конкретной информации, следователи снова ушли ни с чем. Позднее, когда они обыскали дом, который Джулия снимала вместе с еще одной девушкой, выяснилось, что она не взяла с собой ни одежду, ни другие личные вещи, что сразу же насторожило полицейских. Следователи решили вернуться в бар для еще одного допроса Джо. На этот раз мужчина вспомнил, что девушка была в отчаянии и что он одолжил ей $500, поскольку у нее были проблемы с соседкой, и она не хотела возвращаться домой. В течение последующих нескольких месяцев пропали еще 2 сотрудницы Джо, имена и возраст которых с тех пор потерялись в полицейских архивах. Помощники шерифа привели Болла в участок и беспрестанно допрашивали его в течение нескольких часов.
Но он продолжал настаивать на своей невиновности, заявляя, что все эти девушки просто покинули город и направились на поиски лучшего места для жизни. Не имея каких-либо доказательств или зацепок, полицейские добавили девушек в растущий список пропавших без вести, а Джо снова оказался вне опасности. Однако 23 сентября 1938 года удача Болла начала иссякать. Его старый сосед пришел в полицию и рассказал следователям, что он стал свидетелем того, как Джо отрезал мясо от человеческого тела и скармливал куски аллигаторам. И пока следователи решали, что делать дальше, американец мексиканского происхождения подошел к заместителю шерифа округа Бексар, Джону Грею, и рассказал ему о дурно пахнущей бочке, которую Джо оставил за сараем своей сестры. По его словам, пахло, как будто внутри лежала мертвечина. На следующее утро офицеры Джон Грей и Джон Клевенхаген отправились в тот сарай, чтобы провести расследование. Но бочки там уже не оказалось. Тем не менее, сестра Джо подтвердила историю этого человека, и офицеры решили нанести Джо еще один визит. Когда Грей и Клевенхаген прибыли в бар, они сообщили Джо, что собираются отвезти его в Сан-Антонио на допрос. Джо спросил, может ли он сначала закрыть таверну, и офицеры, ничего не подозревая, дали свое согласие. Пока двое мужчин сидели в баре и ждали, Джо схватил бутылку пива и быстро ее выпил. Затем он подошел к барной стойке и нажал за кассой кнопку «Нет товара». Открылся один из ящиков, он пошарил в нем рукой и выхватил револьвер 45-го калибра. Он помахал им в направлении Грея и Клевенхагена, которые закричали «Не надо!», после чего Джо направил револьвер себе в сердце. Затем он нажал курок, раздался выстрел, и владелец таверны упал замертво на пол своего же заведения. Впоследствии некоторые утверждали, что Джо стрелял себе в голову, а не в грудь. Однако так или иначе, это ранение было смертельным. Следователи со всего региона вскоре осмотрели каждый квадратный сантиметр бара Джо. Они обнаружили гниющее мясо, разбросанное вокруг пруда с аллигаторами, и топор, заляпанный кровью и волосами. Их первоначальная теория заключалась в том, что Джо калечил своих жертв и скармливал их своим аллигаторам. Следователи также начали вспоминать другие исчезновения, в том числе двух пропавших барменш и мальчика-подростка, который частенько тусовался у Джо. Начинал проявляться настоящий ужас ситуации, и заместитель шерифа округа Бексар, Джон Грей, захотел получить ответы на все свои вопросы. Следователи выяснили, что разнорабочий Джо, афроамериканец Клифтон Уиллер, вероятно, был единственным живым человеком, который мог им помочь. А оцепив место происшествия в баре, Грей и Клевенхаген забрали Уиллера и отвезли его обратно в Сан-Антонио для допроса. Первоначально Уиллер отрицал, что ему что-либо известно о том, что случилось с пропавшими женщинами. Но ближе к концу дня он наконец признал, что не был полностью честен с офицерами в отношении своего участия в этом деле. Затем он объяснил, что девушка Джо, Хейзел Браун, влюбилась в другого мужчину и планировала уехать, чтобы начать новую жизнь. Это, по словам Уиллера, в сочетании с обвинением его в убийстве Большой Минни, заставило Джо сбиться с толку и убить Хейзел. Чтобы проверить его историю, следователи потребовали предоставить доказательства и приказали Уиллеру показать им, где Джо избавился от тела Хейзел. На следующий день Уиллер привел следователей в изолированное место, примерно в 3 милях от города, недалеко от реки Сан-Антонио. Он в течение пары секунд осмотрел местность, а затем начал копать рыхлую почву. Через несколько минут из грязи начала сочиться кровь, а от земли начал исходить ужасающий, зловонный запах. Вонь стала невыносимой для присутствующих, и у большинства следователей началась рвота. В конце концов, Уиллер вытянул 2 руки, 2 ноги и, наконец, туловище.
Когда его спросили, где находится голова, Уиллер указал на остатки кострища. При ближайшем рассмотрении следователи обнаружили челюстную кость, несколько зубов и несколько фрагментов черепа. Это было все, что осталось от Хейзел Браун. Когда следователи оцепили место преступления, Уиллер рассказал, что после долгой ночи, проведенной в пьяном виде, Болл попросил его собрать несколько одеял и алкоголь. После этого они сели в машину Джо, взяли 200-литровую бочку из сарая сестры Джо и поехали к реке. Уиллер утверждал, что Болл под дулом пистолета заставил его рыть могилу, а затем откупорил бочку. Внутри находилось тело Хейзел Браун. Уиллер сказал, что сначала он отказался помогать расчленить труп и что Джо начал делать это сам. Но будучи в пьяном оцепенении, Болл с трудом отпиливал конечности и все же заставил Уиллера удерживать их во время распиливания. Всякий раз, когда им двоим становилось не по себе от исходившего от тела зловония, они делали перерыв и пили пиво. Когда расчленение было наконец завершено, они закопали останки и бросили голову женщины в костер. Отвечая на вопрос об исчезновении Минни Готхард, Уиллер рассказал, что Джо отвез Минни в Инглсайд, недалеко от Корпус Кристи. Джо нашел там укромное место и после большого количества выпитого подождал, пока Минни отвлечется, а затем выстрелил ей в висок. Уиллер заявил, что Джо убил ее, потому что она была беременна, и он не хотел, чтобы это неприятное обстоятельство помешало его отношениям с Долорес. Затем двое мужчин закопали тело женщины в песок и поехали обратно в бар. Полиция прибыла на место и начала раскапывать песок с помощью наемных рабочих и тяжелой техники. Наконец, 14 октября 1938 года они нашли частично разложившиеся останки Минни, закопанные в песок. Полиция продолжала допрашивать Уиллера о других пропавших без вести женщинах, но он упорно утверждал, что больше ничего ни о ком не знает. Вернувшись в бар Джо Болла, следователи нашли альбом с фотографиями десятков женщин. Эти улики, по словам главного заместителя шерифа Дэвиса, могли привести к раскрытию еще дюжины убийств. Однако ни одна из фотографий не имела какой-либо известной связи с преступлениями Джо. В конце концов, следователи обнаружили Долорес в Калифорнии. Ей удалось избежать смерти, и она покинула Техас, чтобы начать новую жизнь в Сан-Диего. 2 недели спустя в Фениксе, штат Аризона, полицейские нашли еще одну женщину, которая ранее числилась пропавшей без вести, и также бывала в таверне Джо. Как выяснилось, ни одно из гниющих тел в пруду с аллигаторами не оказалось человеческим. В интервью газете Сан-Антонио Лайт в 1957 году Долорес Бадди Гудвин заявила, что Джо никогда не помещал людей в пруд с аллигаторами. Джо бы никогда не сделал ничего подобного. Он не был ужасным монстром. Джо был милым, добрым, хорошим человеком. И он никогда никому не причинял вреда, если только его не доводили до этого. «Было всего-то 2 убийства», — сказала она. Племянник Болла, Ричард Баки Болл-младший, объяснял преступление дяди жестокой травмой, полученной им во время участия в Первой мировой войне. В 1939 году рабочий Джо Болла Клифтон Уиллер признал себя виновным в захоронении тел и был приговорен к 2 годам тюремного заключения. После освобождения он открыл собственный бар. Однако его известность опередила его, и он не мог показывать свое лицо на публике, не подвергаясь при этом травле со стороны прессы или издевательствам со стороны местных жителей. В конце концов, Уиллер уехал из этого региона, и больше о нем никто не слышал.
Аллигаторы Джо в конечном счете были конфискованы властями штата Техас и переданы в дар зоопарку Сан-Антонио, где они прожили остаток своей жизни и радовали посетителей со всей страны. Хотя мы, скорее всего, никогда не узнаем наверняка, сколько людей убил Джо Болл, и стал ли кто-нибудь из них кормом для его аллигаторов, его культовая популярность живет и по сей день. Лишь немногие письменные источники той эпохи могли подтвердить преступление Болла. Редактор газеты Майкл Холл подробно исследовал эту историю в 2002 году и написал о своих выводах в газете Texas Monthly.